Привет, друзья! С вами Московский флейтовый центр и Илья Дворецкий. В предыдущих главах мы обсудили то, как стоять, как держать флейту и варианты выставления головки относительно корпуса. Теперь самое время поговорить об еще одном базовом навыке – дыхании. Наше дыхание – это то, с чем мы рождаемся, и то, что незримо сопровождает нас всю нашу жизнь. Поэтому зачастую мы не акцентируем внимание на том, как мы дышим. И несмотря на свою естественную природу, дыхание в применении к музыке является очень важным навыком, от которого зависит длина фразы, полновесность звучания, различия в штрихах, нюансах и всего того, что определяет нашу музыкальную палитру в целом. Для того, чтобы наше дыхание было глубоким, ровным и не наносило ущерб целостности музыкальной фразы, очень важно понимать: первое, как правильно брать дыхание, второе, как правильно удерживать дыхание, и третье, как правильно его расходовать. В музыке мы постоянно встречаем различные мелодии, которые делятся на музыкальные фразы. И все эти фразы бывают разной длины, от совсем коротких до настолько длинных, что нам приходится серьезно готовиться, чтобы сыграть такую фразу на одном дыхании. Конечно же, есть способ разделить единую фразу еще одним дыханием в правильном с музыкальной точки зрения месте. Но иногда фраза так построена, что разбить ее дыханием означает прервать течение мысли, навредив задумке автора. В таком случае нам самим приходится подстраиваться и изловчаться, используя свой ресурс по полной. Давайте разберемся, как использовать наше дыхание максимально эффективно. Самый верный способ добиться того, чтобы дыхания всегда хватало, это каждый раз брать его, заполняя легкие целиком. Тут, кстати, кроется еще один секрет. Когда наши легкие заполнены до отказа, намного проще почувствовать опору, и мышцы диафрагмы включаются активнее. Наиболее эффективный способ взять дыхание – это если ваши дыхательные пути целиком открыты. Достаточно широко открытый рот, затем расслабленные и также открытые связки. Во время всего процесса взятия дыхания важно следить, чтобы плечи были расслаблены, не поднимались наверх. Грудная клетка также должна находиться в покое. Язык опущен вниз. По ощущениям, вбираемый нами воздух должен попадать в область живота и спины по окружности тела. Попробуем, широко открыв рот, начать набирать воздух сквозь гортань, чтобы входящий воздушный поток сразу попадал внутрь, через область связок, минуя ротовую полость по кратчайшему пути в легкие. Важно, чтобы мы никоим образом акустически не оформляли наш вдох с помощью рта и языка. Вот подобным образом. Иначе каждый вдох будет, во-первых, громким и медленным, а во-вторых, малоэффективным, поскольку если нужно быстро взять дыхание при недостаточно открытом пространстве рта и неопущенном языке, поток входящего воздуха будет медленным, и за короткий промежуток времени дыхания будет набрано мало. Но есть один немаловажный момент между взятием дыхания и его подачей в инструмент – это удержание дыхания. Поскольку в жизни мы дышим почти всегда непрерывно, то мы не задумываемся, что для правильной техники выдоха на инструменте задержание дыхания – это отправная точка. Также есть способ взятия дыхания через нос, но я рекомендовал бы пользоваться этим способом как резервным, поскольку подходит он скорее для медленного, незаметного вдоха, и бывает, что нос не всегда идеально дышит. Я ему давеча говорил: у меня насморк. После того, как мы набрали воздух в легкие, перед тем, как выдохнуть, задержите дыхание, сомкнув связки, как будто бы погрузились под воду. Далее наша задача, лишь слегка разомкнув связки, дать дыханию проникнуть наружу. При этом мы услышим характерный шип, который ни в коем случае не должен нас смущать, поскольку его не будет слышно при сомкнутых губах. Этот шип лишь укажет нам на правильность исполнения выдоха. Важно не путать связки и мышцы горла. Горло ни в коем случае не должно быть напряжено. Ваши связки должны работать изолированно от мышц горла.
При частично сомкнутых связках мы полностью контролируем скорость выдоха, плотность потока, открывая связки чуть больше на форте и прикрывая их на пьяно. Контроль выдоха с помощью связок избавляет нас от необходимости удерживать сильный поток воздуха губами, что в свою очередь дает возможность нам использовать мышцы губ совсем иначе. Не на сдерживание потока, а на тонкое управление углами подачи в сочетании с работой челюсти. Здесь я забежал немного вперед, но, как вы видите, правильный экономный выдох драматически влияет на гибкость аппарата, нюансировку, общую динамику и, что самое главное, качество звука в целом. Для начальной практики полноценного дыхания необходимо разделить весь процесс на 3 стадии – вдох, удержание дыхания и выдох. Вначале, чтобы мышцы адаптировались и привыкли к своей работе, стоит делать это медленно, четко представляя и разделяя каждый этап. Позднее, когда гортань, связки, язык, мышцы живота начнут работать автоматически, задержку дыхания можно будет практически миновать, плавно переходя от вдоха к выдоху. Конечно же, качество выдоха обуславливается не только контролем в области связок, но и так называемой опорой. Вся наша дыхательная система построена по принципу насоса или клизмы. Набирая дыхание внутрь, мы заполняем пространство легких воздухом, как если бы тянули на себя поршень насоса. А затем, используя мышцы живота и диафрагмы, мы сжимаем наше внутреннее пространство, тем самым выталкивая набранный воздух обратно наружу. Применяемые усилия не должны быть чрезмерными. Достаточно всего лишь немного собрать и зафиксировать мышцы живота, мысленно придав им направление наверх, в сторону выдоха. Очень важно хорошо представлять себе механику всего дыхательного процесса, чтобы ваши мышцы действовали вовремя и в нужном направлении. То есть, когда мы набираем воздух, наши легкие заполняются, занимая больше места в туловище, тем самым выталкивая живот и в меньшей степени спину, как бы наружу. Ни в коем случае не наоборот. Если при вдохе живот уходит внутрь, значит вы и ваш организм неправильно поняли задачу. Ничего не понимаю. Известно, что емкость с гибкими стенками, к примеру воздушный шар, заполняемый воздухом, жидкостью или другой субстанцией, всегда расширяется, а при обратном процессе стенки, соответственно, сжимаются. Попробуем обобщить весь процесс. Берем глубокое дыхание. При полном заполнении смыкаем связки, задержав дыхание, затем подключаем мышцы пресса и диафрагмы. Одновременно, приоткрывая связки, медленно выпускаем воздух. Важно всегда следить за правильной последовательностью работы мышц и дыхания, чтобы выработались правильные навыки. Данная система дыхания, назовем ее тренировочный цикл – вдох, задержка дыхания и выдох. Первоначально практикуется без флейты, перед зеркалом, затем с флейтой и поэтапно трансформируется в рабочий, непрерывный, короткий цикл. Вдох, выдох. А на сегодня все. Продолжение в следующих видео. Я Илья Дворецкий и Московский флейтовый центр от души поздравляем всех вас с наступающим Новым годом и желаем здоровья, счастья и новых музыкальных побед. До новых встреч, всем пока!